Как сделать софтбокс своими руками практически бесплатно. Сейчас у меня оконное освещение с улицы, и софтбокс стоит справа от меня на удалении 2,5 метров. Если вы хотите посмотреть подробно, как этот работает софтбокс, можете пройти внизу в описании. Я дам одну ссылку и посмотрите одно из моих видео, где я полностью первый раз использовал этот софтбокс. Маленькая предыстория. Я своим друзьям дал инструмент во временное пользование. Они мне его привезли через несколько дней, потом звонят, говорят, иди забери всякие железки. У нас остались, говорит, можете когда-нибудь где-нибудь пригодятся. Дали мне вот такие вот крепления от профилей для гипсоплиты. Иду я с этими креплениями, прохожу мимо магазина, в магазин захожу, там лежат коробки. Обыкновенные коробки. Как говорится в этом случае, дурная голова рукам покоя не дает. Я иду с профилем, есть коробки. Как вы можете наблюдать, прекрасно подходит. То есть профиль прекрасно подходит к коробке, то есть в разрез. Сразу появилась идея. Готовый софтбокс. То есть обклеиваю его фольгой, ставлю на брусок, профиль, как вы можете наблюдать. И к каждому профилю можно прикрепить 2 лампочки. То есть 2 профиля, 4 лампочки, 2 профиля, 4 лампочки, 3 профиля, 6 лампочек. Конструкцию я собрал буквально за полчаса из того, что было в доме. Сейчас я вам покажу. И это еще не все. И у меня получилась вот такая конструкция. Как я говорил, профиль, к нему лампочки. Ну, сразу хочу сказать, это бета-версия. То есть это пробный вариант, но снимать с этой конструкцией очень, конечно, удобно. Брусок. Все на саморезах. Колодки обыкновенные. И провод в розетку. То видео, которое я предлагаю в описании, я рассказываю про катушки для металлоискателя. Вот такая получилась простая, незамысловатая конструкция. А теперь я вам покажу то, чего я даже сам от себя не ожидал. Это обыкновенная упаковка от телевизора, от нового телевизора. Рассеивает свет очень хорошо. Свет становится мягким и больших теней не отбрасывает. Обыкновенная упаковка от телевизора. Сейчас я включу и покажу вам, как это все выглядит. Как эта конструкция выглядит с включенным светом. Можно поставить 4 лампочки, можно поставить 6, любое количество. Рассеиватель работает очень хорошо. Сейчас софтбокс стоит от меня справа на удалении 2 метров. И оконное освещение. 2 часа дня, 14 часов. Так оно выглядит. Софтбокс стоит в метре от меня. Сами можете посмотреть, какое освещение. Сейчас я его поставлю на 3 метра в сторону.
Стоит в 3 метрах от меня, под 45 градусов. Практически из подручных средств был собран софтбокс. Для тех, кому нужен экран, можете, как я говорил в самом начале, использовать коробку из бананов и обыкновенный профиль для крепления металлических профилей. Только нужно его немножко загнуть, как я сделал, под 90 градусов, потому что они продаются прямые. Можно крепить, обклеивать фольгой, создавать экран. Рассеиватель спокойно можно сделать из-под упаковочной бумаги от телевизора. Всем благодарю за внимание.